Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Многие из нас часто заводят дома различную живность, иногда толком не зная, что из себя представляет их питомец. С кошками и собаками мы более или менее знакомы. Но как же обстоят дела с птицами? Наш сегодняшний гость – излюбленный житель многих домов. Предлагаю внимательнее изучить особенности образа жизни нашего пернатого друга. Встречайте кореллу, птицу семейства какаду и единственный вид своего рода. Как и многие другие попугаи, кореллы входят в топ одних из самых умных птиц. К тому же они довольно неприхотливы в содержании. Но так ли это на самом деле? В природе кореллы населяют засушливые области Австралии, травянистые степи с отдельно стоящими деревьями и кустами. Иногда посещают полупустыни, а также живут на равнинах у берегов рек и озер. Кстати, законодательство Австралии не разрешает вывоз диких корелл за границу. В течение всего года, за исключением периода размножения, они держатся небольшими группами от 10 до 50 птиц и лишь в особо засушливые годы скапливаются возле водоемов в больших количествах. Они часто сидят на вершинах засохших деревьев и на высоких кустарниках. Благодаря своей окраске они остаются на них незаметными. Сидя высоко на дереве, они могут близко подпустить человека, а вот в траве они очень пугливы. На берег водоемов тоже никогда не садятся. Они опускаются вертикально вниз прямо на воду и, сделав пару быстрых глотков, взлетают в воздух. Основной пищей являются семена травянистых и многих древесных растений. Также они садятся на цветущие эвкалипты, где, очевидно, кормятся нектаром, а может быть и мелкими насекомыми. В период созревания хлебов питаются пшеничными зернами. Размножаются в сезон дождей, когда появляется много корма для птиц и их птенцов. Гнездятся в пустотах толстых ветвей засохших деревьев. В кладке обычно 3-7 белых яиц. В высиживании принимают участие оба родителя. Вылупившиеся птенцы покрыты желтоватым пушком. Родители кормят их поочередно, и спустя 4-6 недель молодняк покидает гнездо. В это время взрослые делают уже вторую кладку яиц, продолжая докармливать первый выводок. Кстати, о кореллах есть один занимательный факт. Они не переносят ярко-синий цвет, потому что в природе он вызывает у них раздражение и страх. Взрослые птицы вырастают до 33 сантиметров вместе с хвостом. Оперение самок и самцов разные. Самцы характеризуются наличием более яркого, вызывающего оливково-серого оттенков. При этом хохолок и голова у них отличаются присутствием желтого. Клюв кореллы, как по внешнему виду, так и по форме, больше напоминает клюв какаду, но при этом не отличается такими большими размерами, поскольку имеет значительно меньшие габариты. Несмотря на это, клюв у кореллы достаточно мощный и острый, и она даже способна перекусить проволоку, например, типа электропроводки. Всего существует 11 подвидов кореллы. Самыми известными считаются корелла альбинос, корелла белый с черными глазами, корелла лютина – это желтый попугай с красными глазами, корелла светло-серый с черными глазами и корелла темно-желтоватый. Сложностей в содержании кореллы дома вроде как и нет, поэтому данный процесс доступен даже для неопытных любителей домашнего содержания пернатых. Однако все же определенные правила нужно соблюдать. Например, корелла любит, чтобы условия содержания были как можно свободнее, поэтому в тесной клетке она будет чувствовать себя некомфортно. Во-вторых, это достаточно теплолюбивые птицы. Считается, что они плохо переносят
переносят перепады температуры. По мнению владельцев, кораллы достаточно восприимчивые к посторонним ароматам, таким как дым сигарет, парфюмерия, средства для дезинфекции, содержащие хлор, в том числе и освежители воздуха. Для питания кораллам нужны фрукты, яблоки, груши и подобное. Но не стоит исключать и корма. Многих интересует вопрос, можно ли кораллу научить говорить. По сравнению с волнистыми попугаями, которые считаются более разговорчивыми, коралла умеет произносить слова более четко и более разборчиво. Практически у каждого представителя ее семейства имеются способности к подражанию речи. И если регулярно заниматься, то он сможет научиться выговаривать отдельные слова и даже целые предложения. Кроме этого, коралла способна запомнить и другие звуки, например, несложные мелодии. Живут эти замечательные, красивые недопопугаи от 10 лет в природе до 25 лет в домашних условиях. При хорошем к себе отношении этот милый попугайчик всегда легко пойдет на контакт с хозяином, а вот брать взрослых особей может быть рискованно, потому что они могут помнить своих прошлых хозяев, поэтому привыкание к новому человеку может занять больше времени. Также у них мог сформироваться определенный характер. А как вы относитесь к содержанию птиц в клетках? Я вот считаю, что рожденный летать должен летать, а не ползать. И прежде чем завести себе дома птицу, нужно понимать две вещи. Они громкие, и они требуют внимания ничуть не меньше кошек или собак. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!